Был обычный летний вечер в одной горной африканской деревне в Камеруне. Люди ужинали, укладывали детей спать, гасили в домах керосиновые лампы. К утру 1746 из этих жителей просто не проснулись в своих постелях. Их всех убило соседнее с этой деревней горное озеро в старом потухшем вулкане. Бесшумно, без единой капли пролитой воды, всего одним только спокойным выдохом из глубины. К этому озеру мы еще обязательно вернемся, чтобы понять, как такое вообще возможно. А пока посмотрим на другие озера планеты, каждая из которых нарушает свои собственные законы природы. Есть озера, которые полностью исчезают летом и возвращаются на свои места только зимой. Есть озера, в которых живут существа из пресной воды и соленого океана одновременно, что невозможно. Есть озеро, которое просто появилось посреди раскаленной пустыни Туниса всего за одну короткую ночь. И есть одно, где дайвер утонул на глубине, а его подводное снаряжение продолжало работать еще неделю. Общее у всех этих озер только одно, несмотря на их разные размеры и страны. Вода в них ведет себя не так, как положено вести себя обычной пресной воде. Начнем мы наше путешествие с одного из самых визуально странных озер в мире. На востоке Казахстана, недалеко от города Алматы, стоит небольшое озеро по имени Каинды. Ему чуть больше 100 лет, если мы считаем возраст по человеческим меркам поколений. Оно появилось после сильного горного землетрясения в самом начале прошлого 20 века. Тогда целый еловый лес резко провалился в образовавшуюся яму и был затоплен подземной водой. Деревья оказались под водой, но они совсем не сгнили, как должно было произойти по логике биологии. Холодная известковая вода Каинды сохранила старые стволы елей практически в идеальном виде. И сегодня, если посмотреть на это озеро сверху с воздуха, из воды торчат голые сухие стволы деревьев. Они стоят прямо, неподвижно, как мачты давно затонувших кораблей-призраков в тихом морском порту. А под водой у этих мертвых деревьев до сих пор сохранилась зеленая хвоя на ветках. Дайверы плавают между этими стволами, как будто между колоннами древнего античного храма на дне. Но самое странное в Каинды совсем не мертвые деревья, торчащие из его холодной поверхности. Удивительнее то, что это озеро не испаряется с нормальной для своего размера скоростью. Уровень воды в нем держится абсолютно стабильно уже более 100 лет подряд, без объяснений. Ученые до конца не понимают, откуда именно приходит новая вода в это горное озеро. Рядом нет крупных рек, нет значительных подземных источников и нет ледников, которые таяли бы. Живой лес под действием землетрясения просто превратился в подводное кладбище, которое само себя кормит. Теперь переместимся с вами в Соединенные Штаты, на границу штатов Калифорния и Невада. Здесь находится большое и очень популярное у туристов озеро Тахо на первый взгляд. Совсем безобидное. Но под его мирной голубой поверхностью скрываются истории, которые меняют отношение к этому месту. Тахо знаменита своей собственной легендой о водяном чудовище по имени Тесси, аналоге Лох-Несского. Его якобы видели неоднократно рыбаки и туристы, но ни разу не смогли сфотографировать. Однако Тесси, скорее всего, это только фольклор, родившийся из неправильно понятых теней под водой. А вот то, что точно лежит на дне озера Тахо, гораздо более реально и страшно. В 20-е годы прошлого века в эти глубокие воды сбрасывали тела жертв американской мафии. Это даже показано в художественном фильме про итальянскую семью, знакомом каждому взрослому зрителю. Тела на дне очень хорошо сохраняются благодаря постоянной низкой температуре воды даже летом. Их находят всплывшими в районе соседнего острова Пирамида через десятки лет после гибели. Например, в недавние годы на поверхности всплыл дайвер, пропавший в этом озере 17 лет назад. А знаменитый французский исследователь океанов Жак Кусто однажды погрузился на самое дно Тахо. Когда он всплыл на поверхность после долгого подводного исследования, он сказал журналистам странную вещь. Он сказал, что мир еще не готов к тому, что находится там внизу на глубине. Больше никаких подробностей Кусто никогда не давал.
и унес эту тайну с собой в могилу. Мы до сих пор не знаем, что именно он увидел на дне озера Тахо в 70-е годы. Мы идем дальше, и следующее озеро в нашем списке тоже связано с загадочной гибелью дайвера. Голубое озеро в российской Кабардино-Балкарии вызывает у ученых больше вопросов, чем дает ответов. Вода в нем не течет из океана, моря или соседних с озером горных рек. Она поступает в озеро прямо из самой крупной системы подземных пещер во всем этом регионе. Вода остается ярко-голубой все время из-за большого количества сероводорода в ее химическом составе. Местные жители поэтому шутливо называют это озеро вонючим, так как оно реально пахнет тухлыми яйцами. Это одно из самых глубоких озер в мире, его официальная глубина почти 260 метров. И глубина эта постоянно увеличивается из-за непрерывной эрозии подводных пещер на самом дне. Температура воды в озере всегда стабильна и составляет ровно 9 градусов Цельсия круглый год. Вода такая чистая из-за состава, что видимость под водой в озере достигает 40 метров. Озеро до сих пор плохо изучено специалистами из-за его запредельной для исследования глубины. В 2012 году один израильский дайвер решил проверить его на рекорд. Он погрузился на большую глубину для изучения нижних пещер, но оттуда уже не вернулся. Его тело нашли только спустя целую неделю активных поисков на глубине около 100 метров. Но самое жуткое в этой истории было не само тело утонувшего дайвера в пещерах. Самым странным оказалось то, что его подводное снаряжение в момент обнаружения продолжало исправно работать. Подача кислорода, датчики глубины, подсветка фонарей – все работало так, будто он жив. Как он утонул с полностью рабочим оборудованием в чистой воде, никто так и не понял. Скажите в комментариях под этим видео, в какое из этих озер вы бы точно не полезли купаться. И если в ваших краях есть похожие странные водоемы, обязательно расскажите о них другим зрителям. А мы идем дальше, и следующее озеро в нашем списке возвращает нас к теме фольклорных чудовищ. Небольшое и на вид совсем непримечательное озеро Бросно находится в российской Тверской области. По местным легендам, в нем уже с 13 века обитает огромное водное существо. Его так и называют местные жители «бросненское чудовище» или коротко просто «бросня». Многие рыбаки и купальщики утверждают, что видели его собственными глазами в разные годы. Ученые пытались найти этому странному явлению понятное, рациональное и научное объяснение. Сначала они предположили, что существо – это просто огромный старый бобер в воде озера. Потом предполагали, что это очень крупная щука необычного для этих широт размера. Но есть и более вероятное объяснение, связанное с химией самого дна этого водоема. На дне Бросно под осадком накапливается большое количество природного газа сероводорода. Когда этот газ в определенный момент пузырится наверх, он поднимает из воды темные массы. Формой эти всплывающие массы очень напоминают голову большого дракона или морского змея. В этом газовом выбросе из глубины достаточно силы, чтобы опрокинуть и разбить небольшую лодку. Вот и выходит, что бросненское чудовище – это не миф, а вполне реальное природное явление. Просто не такое живописное и загадочное, каким его описывают местные жители в своих историях. Следующее озеро в нашем списке ведет себя еще более странно, чем все предыдущие 4 водоема. Оно называется «Затерянное озеро» и находится в американском штате Орегон среди лесистых гор. И оно получило такое название совсем не случайно, а из-за своего удивительного поведения. Это озеро в буквальном смысле невозможно найти в летние жаркие месяцы года. Размером оно небольшое, примерно 85 акров, а глубиной всего около 3 метров. Но в самые теплые месяцы оно полностью исчезает с поверхности земли без всякого следа. На его месте остается только пустой зеленый луг без каких-либо явных признаков бывшего водоема. Может показаться, что вода просто естественно испаряется под летним жарким солнечным излучением. Но для такого полного испарения нужна совершенно экстремальная жара, а в Орегоне ее нет.
Как выяснили ученые после длительных исследований, дело совсем в другом удивительном механизме. Озеро осушается каждое лето через две древние лавовые трубы, ведущие глубоко под землю. Эти подземные трубы остались от давней вулканической активности в этом горном регионе Америки. Трубы работают как гигантская пробка в обычной ванне, только ванну здесь сливают непрерывно. Зимой в озеро впадают соседние ручьи, талая вода и дождевые осадки горных окрестностей. Их водопоступление превышает скорость утечки через лавовые трубы на дне водоема. Поэтому зимой и весной озеро нормально заполнено холодной горной водой до самых краев. Но летом эти ручьи пересыхают от тепла, а осадков становится значительно меньше. И сил двух лавовых труб хватает на то, чтобы полностью осушить все озеро до следующего сезона. А мы с вами подходим к самому тяжелому озеру в нашем сегодняшнем списке. К тому самому водоему, с которого мы начали этот разговор, к озеру убийцы 1746 человек. Это озеро Ньос, оно находится на севере Камеруна, в горах Африки, в старом вулканическом кратере. Ньос выглядит как обычное горное озеро округлой формы, со спокойной темной водой внутри кратера. Но под его поверхностью, в слоях у самого дна, растворено чудовищное количество углекислого газа. Этот газ постоянно поступает в озеро снизу, из остывающей магматической камеры давно потухшего вулкана. Газ накапливается в нижних слоях воды десятилетиями, оставаясь там под давлением собственной толщи. Верхние слои воды при этом остаются чистыми, и озеро выглядит полностью безопасным для местных. До одного рокового момента, который случился вечером 21 августа 1986 года. Что именно послужило спусковым крючком катастрофы, ученые спорят до сих пор без однозначного ответа. Возможно, это был небольшой локальный оползень, возможно, просто колебание температуры воды сверху. В любом случае, слои воды в озере внезапно перемешались между собой в одно мгновение. И весь углекислый газ, копившийся на дне десятилетиями, одновременно поднялся к поверхности озера. Из воды вырвалось гигантское облако невидимого газа объемом около 1 кубического километра. Углекислый газ тяжелее обычного воздуха, поэтому он не поднялся в небо, как можно подумать. Вместо этого он потек вниз по склонам кратера, как невидимая холодная бесшумная река. Этот газовый поток двигался со скоростью около 70 км в час по долине Камеруна и достиг ближайших спящих деревень всего за несколько минут после самого выброса из озера. Люди в деревнях не видели и не слышали никакой угрозы, никакого взрыва и никакой волны. Они просто спали в своих домах после обычного рабочего дня в африканской горной местности. А потом невидимый углекислый газ заполнил их долины, вытеснив из воздуха весь кислород. За одну тихую ночь от удушья в этом районе погибли 1746 человек. Вместе с людьми погибло около 3500 голов домашнего скота в окрестных селах. Утром спасатели обнаружили картину, которую не могли понять врачи и криминалисты первое время. Тела без единой видимой травмы лежали прямо в своих домах и на улицах деревень. Животные, птицы, насекомые, все живое в радиусе 25 километров просто перестало дышать. Это была одна из самых странных природных катастроф за всю современную историю нашей планеты. Целая деревня была убита одним тихим выдохом обычного на вид горного озера в кратере. Задумайтесь на секунду, сколько таких газовых озер может существовать по всему миру прямо сейчас. Мы не знаем точных цифр, потому что такие озера снаружи выглядят вполне безопасными и нормальными. С тех пор в Ньос установили специальные трубы, которые постепенно выпускают газ наружу. Но гарантии того, что это 100% предотвратит повторение трагедии, никто из ученых не дает. И таких подобных Ньосу кратерных озер только в одной Африке известно еще как минимум 2. Если вам интересны такие настоящие тайны нашей планеты, на которые обычно не обращают внимания, вы знаете, что делать с кнопкой. Мы здесь каждую неделю находим для вас истории, которые меняют взгляд на привычный нам мир.
А теперь идем дальше, потому что то, что убило людей в Камеруне, сделала сама природа. Но следующее озеро в нашем списке создал уже сам человек, и оно оказалось еще страшнее. Речь про водоем под названием Карачай, он находится в Челябинской области на территории России. Еще в 50-е годы прошлого века это было обычное пресное озеро в уральских лесах. Но рядом с ним построили секретный комбинат по переработке отработанного ядерного топлива. И в течение 3 десятилетий все жидкие радиоактивные отходы этого комбината сливались прямо в озеро. Сегодня Карачай считается самым радиоактивным открытым водоемом на всей нашей планете. Час, проведенный на его берегу без защиты, это гарантированная смертельная доза облучения для человека. Это примерно столько же, сколько получили первые пожарные при тушении ядерной катастрофы в 1986 году. И вся эта доза накапливается у взрослого человека всего за 1 час обычной прогулки по берегу. В 70-е годы часть воды в озере испарилась во время сильной летней засухи. Ветер поднял с обнаженного дна радиоактивную пыль и разнес ее по соседним жилым деревням. От этого внеплановой эвакуации и последующих болезней подверглись около полумиллиона местных жителей. Власти тогда приняли решение засыпать озеро бетонными блоками, землей и каменными плитами. Работа эта продолжалась более 20 лет, и только в 2015-м Карачай был полностью засыпан. Но радиоактивные вещества никуда из-под плит не делись, они по-прежнему там под поверхностью. И медленно просачиваются в подземные грунтовые воды, которыми пользуются жители окрестных сел области. Озеро, созданное человеком всего за пару десятилетий бездумной деятельности, останется смертельным еще 1000 лет. Задумайтесь над этим контрастом, который мы наблюдаем в нашем сегодняшнем рассказе про озера мира. Нёсу понадобились миллионы лет и спящий вулкан, чтобы однажды убить 1500 человек. А человеку понадобилось всего 3 десятилетия, чтобы создать озеро, способное убивать гораздо дольше. Следующее озеро в нашем списке тоже может убить человека, но его убийственная природа совсем иная. Это озеро Катве, оно расположено в национальном парке на западе страны Уганды. Его глубина достигает рекордных 955 метров под поверхностью водной глади. В этом озере нет вообще никакой биологической жизни, ни одной рыбы, ни водорослей, ни насекомых. Вода в нем настолько пересыщена солью и серой, что не дает ничему живому существовать здесь. Над поверхностью озера постоянно стоит легкое облако сернистых газов, которые вырываются из глубин. Купание в этих водах строго запрещено официальными властями и любыми разумными путеводителями планеты. Катве находится в жерле давно потухшего вулкана, но активность магмы под ним до сих пор продолжается. И если этот вулкан в один не очень прекрасный день все-таки проснется от спячки, последствия будут серьезными. Все содержимое кратера, тонны ядовитой сернистой воды, будут выброшены в атмосферу раскаленным облаком. Интересно, что вы сами чувствуете, узнавая про все эти озера одно за другим в нашем сегодняшнем рассказе. Напишите в комментариях, какое из них показалось вам самым пугающим и знаете ли вы похожие в своих краях. А мы с вами подходим к самому необъяснимому озеру в нашем сегодняшнем длинном списке странных водоемов. Это озеро появилось на поверхности нашей планеты всего за одну ночь в 2014 году. Дело было летом в раскаленной пустыне страны Тунис, в провинции возле города Гавса. Местный мужчина возвращался домой по пустынной дороге после долгого трудового рабочего дня. И вдруг увидел прямо посреди дюн большое озеро бирюзовой воды, которого там никогда не было. Сначала он решил, что у него обычные галлюцинации от жары и сильного обезвоживания организма. Но утром его странный рассказ подтвердили и другие жители этого маленького пустынного региона. Озеро было совершенно реальным, глубоким и по площади размером примерно с несколько футбольных полей. Оно просто появилось из ниоткуда там, где еще вчера лежал обычный раскаленный желтый песок. Новость быстро разлетелась по всей стране, и тысячи любопытных туристов приехали посмотреть.
Многие сразу начали купаться в прохладной воде нового озера, не задумываясь о его природе. Пока один местный геолог не предупредил всех об опасности такого необдуманного купания. Вода в новом озере содержала очень высокую концентрацию радиоактивных соединений фосфата. Они оставляли на коже купальщиков слабый, но заметный радиоактивный след на долгое время. А через несколько недель бирюзовая вода начала мутнеть и зеленеть от бурного роста водорослей. Это доказало, что у этого озера нет природного поступления свежей воды снаружи. Вся вода, которая там была, собралась в одном месте сразу и больше не обновлялась. Ученые предположили, что прямо под этим участком пустыни прошла сейсмическая активность незаметной силы. Она открыла подземные полости с грунтовыми водами, заблокированными там миллионы лет назад. И эти древние воды разом поднялись на поверхность через образовавшиеся трещины в породе. Но если такие трещины в пустыне Гавса действительно существуют, то их наличие опасно. Они могут в любой момент открыться прямо под идущим по пустыне человеком или машиной. И тогда человек просто провалится под землю вслед за подземной водой, исчезнув без следа. Так что появившееся за ночь озеро – это не чудо природы, а скорее ее молчаливое предупреждение. Мы посмотрели сегодня несколько озер нашей планеты, которые нарушают все правила обычной воды. Озера, где сохраняются мертвые деревья веками, где не тонут тела и где пропадают дайверы в работающем снаряжении. Озера, которые появляются за ночь в пустыне и исчезают каждое лето в горных лесах Америки. И озера, которые одной тихой ночью убивают 1500 человек одним только своим выдохом. Все это время мы были уверены, что вода на нашей планете ведет себя одинаково и предсказуемо. Что она просто течет и стоит, испаряется и замерзает по понятным нам школьным законам физики. Но эти озера показывают нам одну простую и немного неуютную мысль о нашей родной планете. Мы до сих пор не знаем и половины того, на что способна самая обычная на вид вода. И, возможно, прямо сейчас где-то рядом с человеческим жильем существует еще одно такое же скрытое озеро, которое копит свой смертельный выдох десятилетиями и ждет только одного случайного толчка природы. А рядом с ним, в другом месте планеты, уже лежит еще один закопанный радиоактивный карачай. И нам с вами остается только надеяться, что ни один из этих двух сценариев не повторится в наше время.